Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня я буду готовить пастилу. Натуральная пастила – это высушенное фруктовое пюре, в котором сохраняются все витамины. И она может быть очень разной, с добавлением меда, смешанная из различных фруктов, ягод и даже овощей, семечками, орехами и прочими добавками, в числе которых может быть и йогурт. В общем, на что хватит фантазии и сил. Из-за того, что пастила готовится при минимальной температуре, в ней остаются все полезные вещества. Поэтому это прекрасный вариант перекуса с пользой для здоровья. Или, как сейчас принято говорить, эко-снеки. Именно такую полезную пастилу с 3 разными вкусами я сегодня и приготовлю. В процессе приготовления я поделюсь с вами своими секретами, поэтому досмотрите видео до конца. Ну и, конечно, пишите в комментариях, интересны ли для вас такие рецепты и какие вкусы пастилы вам бы хотелось приготовить. Делитесь своими рецептами. Корень имбиря, дозировку дам чуть позже в процессе приготовления. В первую очередь нужно запечь яблоки. Вырезаю из них середину с косточками. Яблоки – это основа пастилы. В них содержится много пектина, натурального загустителя, благодаря которому фруктовое пюре при высушивании получается эластичным и не трескается. Яблоки я стараюсь выбирать сладкие, так как делаю пастилу без добавления сахара. Первая пастила будет яблочно-грушевая, поэтому вместе с яблоками я запеку и груши, тоже вырезав из них серединку. Если вам удобнее разрезать яблоки и груши на кусочки и после этого вырезать серединку с косточками, то можете так и поступить. Запекаю яблоки и груши в духовке при 180 градусах 30-40 минут. Затем даю им остыть. Чтобы сделать вкус яблочно-грушевой пастилы более ярким, я добавлю немного лимонного сока и сока имбиря. Очищу небольшой кусочек корня имбиря и натру его на терке. Так как имбирь очень волокнистый, я не буду добавлять натертую мякоть в пастилу, а переложу ее в марлю, сложенную в 2-3 слоя, и выдавлю сок. Ну а теперь выдавлю сок лимона. Один из важных моментов – как сушить пастилу. Я вам покажу 2 способа. Первый – это в духовке, а второй – в сушилке. С духовкой все просто. Застилаете противень пергаментной бумагой, силиконовым или тефлоновым ковриком. Если пергамент у вас силиконизированный, то можете не смазывать его растительным маслом. На сушилке остановлюсь более подробно. У меня она самая простая, никаких специальных поддонов для приготовления пастилы здесь нет, поэтому я вырезала пергамент в форме круга и укладываю его на решетку. Подготовлю сразу все 5 поддонов. Я уже сказала, что пергамент у меня силиконизированный, поэтому мне не нужно его смазывать. Но если вы готовите пастилу первый раз или не уверены в качестве пергамента, то советую вам смазать его растительным маслом. Главное не налить масло, чтобы пастила была со вкусом растительного масла, а именно смазать. Если случайно налили много, промокните салфеткой. Для сравнения я буду делать яблочно-грушевую пастилу и в сушилке, и в духовке. В рецепте я указываю количество продуктов для одного поддона сушилки. В противень из духовки помещается раза в 2-2,5 больше продуктов. Учтите это при приготовлении. Итак, мне понадобится 100 грамм запеченных яблок, 300 грамм запеченных груш, 150 мл воды, 100 мл лимонного сока, 50 мл сока имбиря. Закладываю в блендер яблоки и груши вместе с кожурой и вливаю воду. Начинаю взбивать. Воду необходимо добавить сразу, так как это блендер для взбивания коктейлей, и ему сложно будет взбить все фрукты без жидкости. И еще один важный момент, для чего я добавляю воду. Фруктовое пюре получается очень густое, и распределить его ровным слоем по поддону не получится, как бы вы ни старались. Сейчас добавляю в пюре лимонный сок и сок имбиря.
Если вы не будете этого делать, то тогда вам нужно будет взять большее количество воды. Пюре взбилось. Примерно вот такой консистенции оно должно быть. Если у вас получилось чуть гуще, а это зависит от сочности фруктов, то можете еще долить немного воды. Если более жидкое, то не беда, просто ваша пастила будет чуть дольше сушиться. Выливаю пюре на поддон. Слой должен быть примерно 5 мм. Можно немного его потрясти, чтобы пюре равномерно распределилось по поверхности. Сверху накрываю следующим поддоном и отставляю пока в сторонку. Теперь собью точно такую же массу и вылью ее на противень. Распределяю по возможности равномерно и ставлю в духовку. Включаю режим конвекции и температуру 60 градусов. Дверцу оставляю приоткрытой. Сохнуть пастила будет примерно 6-7 часов. Вторая пастила у меня с яблочно-сливовым вкусом. Для нее я возьму 150 грамм запеченных яблок, 300 грамм свежих слив, 250 мл воды. Сливы я отделила от косточки и разрезала. Отправляю в блендер яблоки, сливы и вливаю воду. Все хорошенько взобью. Если вдруг сливы у вас кисловатые, то добавьте чайную ложку меда или сахара. Я не снимала кожицу со сливы. Мне нравится, когда в пастиле попадаются такие маленькие темные вкрапления. Все, готово. Выливаю сливовое пюре в поддон. Распределяю и отставляю в сторонку. Следующая пастила будет немного необычная. Так как сейчас уже не сезон абрикос, то я взяла замороженное абрикосовое пюре. Это просто перемолотые свежие абрикосы. А необычное то, что вместо воды я добавлю натуральный йогурт. И у пастилы будет вкус абрикосового йогурта. Итак, мне понадобится 150 грамм запеченных яблок, 200 грамм абрикосового пюре, 250 грамм натурального йогурта. Абрикосы я не размораживаю полностью, так как они быстро темнеют. Высыпаю пюре в блендер, добавляю яблоки и вливаю йогурт. Добавляю ложку меда. Взбиваю. Вот такой красивый оранжевый цвет получается. Выливаю пюре на поддон. Накрываю сушилку крышкой и включаю. Если у вас выставляется температура, то это 55-60 градусов. Если нет, то просто включите сушилку на большую мощность. Время сушки примерно 6-7 часов. У меня верхние поддоны высыхают чуть быстрее. Я их убираю и досушиваю остальные. Здесь просто нужно приспособиться к своей сушилке или духовке. Моя пастила готова. Время сушки и в духовке, и в сушилке примерно одинаковое – 7 часов. Она уже остыла, и сейчас я сниму ее с пергамента. Вы помните, что пергамент с противня я не смазывала растительным маслом, но тем не менее она прекрасно снимается. Чтобы края были ровненькими, можно подровнять их ножницами. Затем нарезать пастилу на полоски и скрутить. А потом уже эту трубочку разрезать на кусочки. Теперь та пастила, которая готовилась в сушилке. Вот такая она получилась. Достаю пергамент и отделяю пастилу. Как видите, она ничем не отличается от той, которая сушилась в духовке. С пергамента она также легко снимается. Скручиваю ее в трубочку.
А вот это сливовая пастила. Она насыщенного цвета и отчетливо видны темные кусочки кожуры. Снимаю ее с пергамента и сворачиваю в трубочку. А вот это абрикос с йогуртом. Мед придал ей блеска. Она немного потрескалась, но пастила из абрикосы и клубники очень часто получается такой. Посмотрите, какого она цвета. Это из-за йогурта. Я разрежу ее на кусочки и сверну трубочкой. Так она похожа на конфетку. А можно еще свернуть вот таким кулечком. Разрежу остальную пастилу на кусочки. А вот смотрите, какая пастила у меня еще получилась из остатков пюре. Она немного потрескалась, но на вкусе это не отразилось. Ее я тоже сверну. Вот такие полезные снеки из натуральных продуктов у меня получились. Они очень нравятся детям и готовятся несложно. А главное, что пастилу можно приготовить из замороженных ягод и фруктов, а яблоки есть круглый год. Так что готовьте, пробуйте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте поставить лайк этому видео.